А в какой момент вы первый раз подумали, что, а может, это развернуть в другую сторону и прикупить долю всей этой жизни? Ну, это тоже было вот в разных наших... На самом деле, я думаю, что вот корень это можно находить в посткризисе, в смысле, кризисе финансовом, 2009 год. Когда в 2009 году 3 месяца нам нужно было сидеть медитировать после банкротства игровой компании, мы не просто медитировали, мы еще и новости читали. Ну, как бы, куда деться. И читая новости, мы все пытались разобраться, а почему вообще кризис произошел? Это нас завербило в одном месте, мы старались найти все возможные источники информации о том, что произошло, как можно было так вот взять и обрушить всю экономику, докопались до кредитных дефолтных свопов и деривативов, так же, как в целом все до них докопались, и пошли дальше, чтобы понять, а вообще, кому это было нужно, кто был бенефициаром этих инструментов, и так далее, и так далее. И чем глубже мы шли в понимание того, а где деньги и откуда уши растут в американской экономике, тем больше мы понимали вообще, какое происходит новое тектоническое перераспределение wealth, богатства внутри страны из-за того, как устроены пенсионные фонды. И наблюдая за этим, мы смотрели за тем, что тренд на увеличение студенческого долга, что он произрастает из того же самого источника. И просто молодых людей систематически обкрадывают и Взяли огромные кредиты на обучение, потом дают всю жизнь. Мало ли сегодня учатся не бесплатно, вынуждены брать кредиты. деньги, которые выделяются на образование, вместо того, чтобы идти на субсидии образования, идет на субсидии пенсионных фондов. Вот, то есть там происходит там в свою сторону очень сильно изменили систему. Поэтому уже даже появились книжки. Мы еще когда в 2009 году об этом только говорили как об абстракции, смотрите, это вот у нас на глазах происходит. 10 лет спустя, что такое 13-14 лет спустя, уже есть даже книги, которые говорят, ой, посмотрите, как мы 10 лет пропустили вот этот вот феномен, и он прям уничтожил нам всю молодежь. И мы видели, что это какая-то очень грустная картина, ну, то есть такой тренд в сильное ухудшение жизни молодых людей, и если ничто не изменится, то единственный путь, который можно видеть, это то, что будет очень большие внутренние потрясения, протесты, и молодые люди будут в итоге силой отнимать то, что им принадлежит. А мы все-таки верим в то, что можно создавать рыночные инструменты, которые могут позволять избегать таких катастроф. Условно, мы смотрим на исторический контекст. В Советском Союзе просто все отняли и попытались поделить. Ничего не поделили, потому что все у них же все отняли. Как бы это советская машина просто все разобрала, все забрала. Или как произошло в Штатах, где через механизм профсоюзов и появление механизма пенсионных фондов... Все деньги богатых оказались, да? Все деньги оказались не богатых, а у пенсионных фондов. На секундочку, пенсионные фонды в Штатах — это $40 триллионов накопления. Большинство всех компаний принадлежит пенсионным фондам. Большинство Coca-Cola, Google, да, я понимаю, Все международные компании на 27 то есть триллионов. фактически, если определять коммунизм как систему, в которой предприятия принадлежат рабочим, то вот на самом деле Штаты — это настоящий коммунизм, в отличие от... Пенсионерам рабочим, которые уже не работают, вот им принадлежат все предприятия. Но опять же, это когда-то была хорошая инновация, но сейчас эта инновация очень сильно душит молодых людей, и это все начинается... Из-за этого начинаются различные систематические проблемы во всех областях. И молодые люди перестают делать детей, падает рождаемость. Многие вещи просто идут из того, что финансово молодые люди себя чувствуют сильно неуверенно. Ничего себе. Я слышал, почему у вас, простите, что вы рассказывали, что вы сравнивали вот возможности людей тогда и сейчас, да, что раньше там 30-летние, они там могли купить машину, квартиру и так далее, сейчас 30 ничего не может купить, да, просто потому что его возможности они там... И ты не веришь, что ты в скором времени сможешь. А самое смешное, что статистика уже говорит о том, что новые бизнесы, создаваемые внутри страны, резко сократилось количество, которое создается людьми от 20 до 30, и следующее увеличение произошло не в промежутке типа 30-50, а в промежутке 50+. Чаще всего должен стали создать новые бизнесы, а новые бизнесы не создаются молодыми людьми. Да, у тех нет времени просто для того, Купил недвижимость, даешь Просто статистически, она идет бизнес-компания раньше всегда большинство новых компаний создавалось 20-летними. Это была нормой. То есть за счет того, что у них тупо есть обременение на плечах, да, в виде кредитов, обязательств и так далее, они как бы не могут рисковать и идти создавать что-то новое, они идут на стабильную зарплату там на работу, долго платят, когда они уже там 40-50, они наконец это выплатили, вроде что-то скопили, они просто уже не те люди, да, чтобы создать новое. А идти на работу — это плохая идея, потому что если мы еще смотрим на то, где происходит увеличение стоимости акций компании и не увеличение зарплатного фонда, инком людей, инком от стоимости акций растет, инком от зарплаты не растет. Таким образом, люди на самом деле здесь тоже беднее. Продолжая работать на эти компании просто так, они беднее. Они богатеют, да? Это же относительно. И на самом деле мы вернулись к этой идее. Мы в 2014 году написали такое эссе по поводу того, что в будущем за твое образование... За то, что ты будешь сидеть в классе, тебе будут платить. И кто будет платить, это будет платить твое будущее. А твое будущее — это пенсионные накопления. И многие тогда нам знакомые экономисты начали говорить, что ну как бы какая разница? То есть экономически в идеальном мире между кредитом и equity-инвестированием не должна быть разницы. Мы говорим, это в идеальном мире, а в реальном мире вот есть психология, например, что ты из-за обременения не берешь на себя риск. Конечно, да. И в итоге результат очень отличается. Стартапы все, которые ты знаешь, не могли бы существовать, если бы не существовало венчурного финансирования, как раз не обременяющее финансирование, в котором инвесторы берут на себя риск, у них есть большой потенциальный выигрыш, но и они взяли на себя риск. Да, предприниматель, условно, рискует временем, энергией там и так далее, но он не рискует тем, что ему придется отдавать. Вот, и мы как раз написали, что потенциальный выход из вот растущего кризиса именно в том, чтобы молодые люди могли у своего же будущего брать не кредит, а брать деньги, потому что, представь себе, реально это самые неоплачиваемые люди. Вот ты сидишь в классе, ты на самом деле работаешь. Потому что ты работаешь больше часов в жизни, чем ты когда-либо в будущем будешь работать. Реально, ну как бы просто возьми все домашние задания, все вот эти вот подготовки к экзаменам и так далее. Ты работаешь очень много часов, и ты почему-то считаешь нормальным, что тебе за это не платят. А единственный, кто получает выгоду от этого, это ты через 20 лет. Вот у тебя через 20 лет зарплата и выше вот на эту же сумму, ты просто посчитаешь, вот на эту сумму плюс какой-то процент вот выше. И это не имеет никакого смысла. Почему у человека выбор между учиться или быть сейчас Uber-драйвером, Uber-драйвер это лучше, потому что тебе сейчас платят. Да. Это не имеет никакого практического смысла для страны, для населения, для любого общества и для человека самого. Поэтому нашему будущему выгодно сегодня платить за то, что мы делали хороший выбор для своего будущего. И ну, вообще в целом это логичная история, потому что если так подумать, когда человек находится в начале своего пути, если у него есть какие-то обременения, вероятность того, что он неправильные стратегические решения примет, она очень сильно возрастает. Да, то есть, условно, тебе нужно там заработать денег, я не знаю, семью поддержать, на хлеб себе, еще что-то. Ты начинаешь мыслить не из парадигмы вот того, о чем мы свободного мышления, масштаба и так далее, а с парадигмы, как закрыть просто сегодняшние бытовые проблемы. Да, знаешь, даже на статистику и понимаешь, что люди с высшим образованием зарабатывают больше, чем в 2 раза больше, чем люди без высшего образования. Соответственно, нет никакого смысла не пойти не получить его. И это же мышление, ты должен пойти, если хочешь зарабатывать в раз больше, должен пойти получать образование. Привело к тому, что все же не получали, оно все дорожало и дорожало, потому что субсидии все снижались, и все больше приходилось брать кредит. И в итоге, с одной стороны, давление общества,
конечно, всем надо идти получать высшее образование, а с другой стороны, увеличивающийся долг, груз на плечи и отказ полностью от какого-либо последующего риска. Прикольно, за счет этого, по сути, снизу начинается такая поломка всей системы. Да. Но она начинается не снизу, Она начинается наоборот, сверху, да, потом давлением наоборот. вниз. Да, и просто влияет Потому что на вес. наверху принято решение, и это же анаполитическое решение, субсидировать убытки пенсионных фондов, если что. И это принятие решения субсидирования убытков пенсионных фондов приводит к тому, что не хватает денег на образование и субсидирование, и поэтому пенсионеры у нас голосующее большинство, забираем у молодых субсидирование образования, оставляем субсидирование пенсионных фондов. Мгм. Это политическое решение, абсолютно сверху, приводящее к тому, что низы проваливаются настолько, что не в состоянии тянуть дальше ничего на своих плечах. Но в чем ты прав, что, опять же, часто сложно предсказать, поэтому сложно, мы долго наблюдаем за этим, знаешь, мы наблюдаем, уже видим какие-то, знаешь, посмотрелись, поэтому мы видим какие-то очень мелкие детали этого процесса, и мы как раз видим, как снизу просто начинается существенная эрозия, потому что все доверие к обществу теряется, а если нет доверия, что ты вот 30 лет будешь иметь дом, то ты дальше начинаешь думать, а почему я тогда... Почему я должен Зачем делать? мне заводить ребенка сейчас за Да, 20 с да, чем-то? да. Лишь Ну, на риск дом не повышать, будет, риск повышать. А ребенок, на самом деле, так это финансово очень как бы тяжелая вещь, поэтому если ты этого если ты не делаешь выбор, то на самом деле для государства, наоборот, ребенок это позитивно, например, потому что налоги там... И тебе работают, платят налоги. Да, а поэтому мы берем какую-нибудь Южную Корею, которая уже 0,8 рождения. То есть получается, Даже что у людей, каждое даже поколение у в 2 раза меньше, даже уже в 3 раза меньше. Это, ну, как бы какие-то страшные, на самом деле, цифры для общества должны быть. И Америка долго, США долго были в стране, и не очень стабильненько держалась 2, хотя во всех остальных, на уровне 2, хотя во всех остальных развитых странах падало. Но ровно после кризиса 2008 года, когда они еще больше выкрутили в сторону пенсионных фондов от молодых людей, Отток молодых людей, отток пенсионных. вот просто ровненько начал падать вниз. Потому что, например, доверие в системе тоже подорвалось, как бы, да, это тоже сразу вызывает вопросы. Рынок был внизу, там, 6 месяцев. Ну, то есть это все Да. было очень быстро. Но ты прав, что как раз для new entry job, в смысле, для вот людей, которые начинают карьеру, стало очень сложно найти хорошо оплачиваемую работу. Стало очень сложно найти бизнес. То есть, и при этом к ним в целом было очень неравномерное отношение. В Европе они поступили по-другому, они начали снижать законодатели. разных стран, наблюдательно поступили, они начали снижать пенсионный возраст, а при этом Запрещать увольнять. людей после 50. И это в итоге... Была просто для компании, да? Да, но до 12 лет спустя безработица 30% среди молодых людей. Не, безработица 30% среди молодых людей с высшим образованием. Ну, то есть это просто, ты знаешь, Это неэффективные кадры все в компании платят, а молодые не могут найти работу. это А еще... еще все подкрепляется тем, что у них-то есть опыт, но весь их опыт не релевантен. Конечно. Да, Они- молодые люди GPT пользуются, Да, и да. их производительность уже там в 10 раз больше. И эта рост производительности никак не отображен в том, что сколько денег получают молодые люди. Ну, если это фундаментально никак не изменится, то будет какая-то очень неприятная Вот вещь. я и сказал, что как бы пойдет протестник, да? Он в Европе уже происходит, саботаж своего рода. Он не прямой саботаж, но такой, зачем мне с высшим своим образованием, да, оно мне было бесплатное, я за него не платил, слава богу, нет кредита, но работа, как бы, я иду на большую корпорацию, работать, там мне дают не просто entry-level, как бы начального уровня зарплату и позицию, мне дают сначала, так называемого, стажера, то есть еще ниже, без бонуса, без всего, без страховки и так И ты далее. 5 лет будешь. И ты как бы 3-5 лет пойди поработай, значит, стажером, пока мы тебя, и так далее, и так далее. И ты приходишь, да, над тобой издеваются, ты на голову образованнее и компетентнее каждый человек, который над тобой издевается из своего опыта и своего должностного положения. И мы видим, как просто молодые люди уходят и идут работать баристой. Или там И у нас получается магазин барист с высшим ремонта образованием. велосипедов. Куча магазинов, ремонтирующих ремонтных для велосипедов маленьких агентств, в которых люди с высшим образованием занимаются этой работой. Почему? Потому что там им платят сразу, нормальную зарплату, никто к никому не относится, приятная работа, классные ребята, все молодые, все здорово. А для экономики это очень плохой. Ну, может быть, что для будущего это очень плохой Ну, выбор. то есть, условно, эти же самые люди, они могли создавать гигантские компании, которые огромную долю ВВП имеют, да, и как бы платят основную долю налогов и нанимают людей, дают опять же им работать. По сути, такое, вся система ломается, да, нарушается и идут сбои. Я Ну, понял. это приблизительно похоже, и мы думаем, что до этого тоже дойдет, это приблизительно похоже на то, что когда ты уже там совсем не можешь, и вместо того, чтобы арендовать квартиру, ты начинаешь сквотить. Ну, то есть это Следующий этап этого саботажа будет в том, что огромное количество недвижимости будет стоять бесплатно, потому что никому не будет хватать денег за нее платить. Ага. А если нам негде жить, у нас работы нету, или не хотим работать на этой работе, потому что нас просто мучают. Почему это Они уважать должны стоять. там частную собственность других людей. То есть если наша частная собственность не уважает, а какая частная собственность молодых людей? У молодых людей основная частная собственность — это их талант, их труд. Там у старшего поколения это накопленное, вот у меня есть дом, а у молодых людей это... Что я вообще заработать за счет своего труда. Вот, и к этому, безусловно, сейчас вообще нет никакого значительного уважения. Поэтому мы пришли к мысли о том, что решением рыночным, так вот, различие между советской моделью решения, когда всех убили, все отняли и попытались переделить, и профсоюзы, и пенсионные фонды постепенно за 50 лет привели к тому, что все действительно принадлежат рабочим, это точно так же сегодняшнее решение может быть протесты, и сквотинг, и как бы отказ, и саботаж экономики, или рыночный механизм решения инвестировать в молодых людей, потому что ничего другого в экономике и нету. Ну да, по сути, ты не можешь готовые идеи инвестировать, да, как бы они не появляются, потому что не инвестировали. Слушайте, а вот уточняющий вопрос. А вот эта вот история с ростом количества бомжей в Штатах и так далее, это связано вот с этим или нет? Или это независимый Смотри, процесс? самое, что важно понимать про это, что вот эта вот бюрократическая система, Ага. даже немножко сказали про корпоративную систему, бюрократическая система имеет определенные такие же свойства. Задача бюрократической системы в том, чтобы как бы подтверждать свою правду и подтверждать свою значимость. Да, да, типа Поэтому- приняли правильное решение. Поэтому ты приезжаешь в Сан-Франциско, там на душу населения не сильно больше бомжей, чем во всем остальном мире, но ты видишь просто какие-то толпы в центре города. Почему? Потому что они ставят ночлежку в центре города. Всех бомжей собирают в центре города, чтобы ты видел. Как только ты пытаешься говорить, что, ребята, почему бы это очень дорогая недвижимость, за эти же деньги можно всем Права. дома построить, целый город построить снаружи, они Свои говорят, права. ты негодяй, ты просто не хочешь это видеть. И они нарочито в самых центральных местах городов делают так, чтобы ты их видел. Из этого у всех складывается впечатление, что Америка там просто покрыта бомжами. Ты приезжаешь в Сан-Франциско, центр города, там просто невероятное количество. Да. Ты переходишь улицу, вот там есть Ваннес такая улица, где, собственно, там живет большинство населения города, и там ни одного, и там никого. И Бесплатно ни одного. это вот... И если ты просто посмотришь на общую статистику, по всей стране нету повального увеличения бездомных людей. Более того, в стране куча проектов, в смысле государственных и благотворительных, которые в момент, когда ты вдруг по какой-то несчастный случай оказался бездомным, тебя устроят. Тебе найдут ночлег бесплатно, и через какое-то количество времени, типа за месяц, тебе найдут другой ночлег, за который ты можешь платить минимальные деньги, типа, не знаю, там, 50 $50 в $50 месяц. Минимальные деньги. И потом будут помогать тебе искать работу и так далее. То есть
механизмы все построены, в итоге бездомными людьми в Штатах остаются, бездомными людьми в Штатах побывали какой-то огромный процент, типа 20-30% людей хотя бы раз за свою жизнь оказались хотя бы в один момент При этом без дома. часть бездомных, не те, кого ты видишь в Сан-Франциско, но те, кого ты видишь, например, на Венес-Бич. Это как раз этот феномен. Безумно дорогая недвижимость. Всё Я просто совершаю выход из системы, и я на пляже живу в палатке. Да, Почему зачем мне в нет? этой системе, да, если я могу под пальмой. И вот на Венес-Бич очень много таких. Это совсем там совсем другой К черту, а, это самое, establishment к черту, это самое. Я буду здесь, потому Или что мне очень точно многие здесь. такие вот живут в домах на колесах. Они просто покупают старые дома на колесах Да, и да, да. паркуются где-нибудь не очень легально хорошем районе. и хорошем районе, и просто там живут. Вот. И этот феномен действительно очень растущий, и он очень сильно связан. Потому что недвижимость позволить себе во всех странах стала Не так в Америке. невозможно. Там была такая мысль, не знаю, действительно, если был добрый интеншн за этим или нет, но там была такая мысль, что если снизить ставку и финансирование, то это уменьшит стоимость ипотеки, и это сделает ипотеку доступней. Это было бы так, если бы одновременно не было введено очень много законодательства, запрещающего строить. Потому что если ты ограничиваешь стройку, то тогда снижение ставки просто увеличивает стоимость недвижимости. Спрос растет просто-напросто, и все, да. И Предложение растет, это то, да, что видно, то есть во всех Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и так далее. Владельцы недвижимости, это обычно старшее поколение, запрещают что-либо вокруг строить. А там такое законодательство устроено, что ты должен договориться со всеми вокруг, чтобы что-либо построить. Это просто должен договориться со всеми жителями вокруг, чтобы что-то построить. И Вот это... там скорее там происходит миграция внутренняя, огромная миграция. Люди из этих больших городов не могут себе позволить, переезжают в Техас. В Техасе просто города строятся. Сейчас как раз было, вот есть такой феномен в Соединенных Штатах, он как раз еще совпал, не совпал, он просто был ускорен за счет пандемии. Что когда вот из-за пандемии у всех людей, которые работали, например, в ресторанах, официантами и так далее, у них всех пропали работы, они все вернулись в какие-нибудь свои маленькие города. И не спешат возвращаться. Поэтому безумная нехватка рабочей силы. Многие рестораны просто реально работают в половину своей занятости, потому что они не могут найти рабочий персонал. Мы знаем отели в Нью-Йорке, которые до сих пор не вернулись к тому, чтобы сдавать все комнаты. Они остались сдавать там одну из 3 комнат, это большие, дорогие. Они просто подняли стоимость на Они просто каждую. подняли стоимость на каждую и в целом готовы платить, почему нет? Просто, но изначально они это сделали, потому что сотрудников не было, чтобы обслуживать все это, потому что они все мигрировали в другие места, где недвижимость не такая дорогая. Вот. И, ну, то есть то, какой масштаб проблемы увидим, если не исправить какую-то основу этой проблемы, нам кажется, даже И опять же, достаточно. это не только в Америке, это вообще повсеместно повсюду, даже в России. При этом как бы совпало, что мы думали об этом как о статистически рациональном, математически рациональном мышлении, еще там, не знаю, с 5-6, потом в 14 как бы начали думать об образовании, как его финансировать и так далее. И сейчас просто вот в этой цепочке стало понятно, что это чуть ли не единственный выход из сложившейся плохой ситуации. Кажется, что это неминуемо произойдет. Поэтому мы сейчас делаем эту ставку на это, что даже если на это уйдет 5, 7, 10 лет, это неминуемо, это не может не произойти. А часто, когда как раз успешные компании, это часто не только твоя заслуга, а часто ты просто все-таки еще правильно выбираешь время, когда идет некоторый тектонический сдвиг. Вот понятно, что Uber — это не инновация, это просто мобильный телефон с GPS. Вас, простите, перебью. У вас, смотрите, во всей этой системе, как бы, вы как объясняете, что это на самом деле гораздо выгоднее для инвестора, чем инвестировать в компанию, да, потому что компания, опять же, инвестор будет загонять предпринимателя как бы в какие-то ворота для того, чтобы сделать экзит. Тут же вы инвестируете в человека, и вы с ним, как ты сказал, в одной постели, да, и вы, по сути, вам выгодно, чтобы у него на дистанции все складывалось максимально хорошо, и даже если здесь он потеряет, допустим, в будущем он приобретет, и вы с ним как бы стратегически так вместе двигаетесь. Но те, кому ваша идея не нравится, они называют это таким новым видом рабства, да, что вы, по сути, подписываете договора, и дальше вы имеете определенный тоже рычаг влияния на человека. Это делай, это не делай. Вот нет ли здесь такого конфликта интересов все-таки с предпринимателем, в которого вы инвестируете? Первое, у нас нету никаких прав принимать решения. А, И всё это договор. очень важная часть договора. Благо, именно в технологическом секторе в Соединенных Штатах и в инвестициях в компании это тоже стало нормой. Уже давно стало понятно, что вот эта вот идея, что успешными могут быть только компании, в которых инвесторы имеют контроль, нет. В среднем компании, где фаундер был контроль, более успешны. Да, они в среднем и больше дисперсия, то есть понятно, да, но в разбег. среднем у тебя больше результат. Поэтому в как раз долине в итоге со временем, не сразу, со временем выработалась вот эта позиция, что надо быть founders-friendly, что инвесторы должны на самом деле давать всегда полный контроль фаундеру. Из-за того, что эта традиция уже там есть, нам проще было договориться с инвесторами в этом проекте, что у нас не будет никакого контроля. Что когда у мы нас будет будем финансовый интерес. инвестировать в людей, мы не имеем никакого слова в том, что они делают, и делают ли они вообще что-либо. То есть вы берете на себя, по сути, такие риски фонда, что если человек завтра просто сядет и скажет, я в целом заработал там 10 миллионов долларов, и мне достаточно, ну вы как бы, извините, умываю руки, у вас нет никаких рычагов. Более того, это даже посчитано в модели. А, У нас есть то есть вероятность, мы смотрели на всех фаундеров, которые зарегистрировали, смотрели, на какой процент из них перестал что-то создавать, и добавили эту модель. Просто это влияет на вот эту среднюю оценку, которую мы даем. Но ты прав, что мы просто берем на себя эти риски. Раз мы включили эту модель, мы имеем право взять на себя этот риск. И как только мы как бы утверждаем это, и как только мы записываем договор, мы не поддерживаем идею о том, что это хоть как-то похоже на рабство. Это немножко такой white privilege. Это ты совершенно не понимаешь, что такое рабство, и считаешь, что если тебе за 5% твоего будущего дохода заплатили $1 миллион, что это рабство, ну нет, рабство выглядит Немножко не так. иначе. Немножко иначе. И более того, я считаю, и даже есть такое в современной как бы, культуре понимание того, что я бы сказал, что скорее рабство — это когда ты привязан к работодателю, и когда ты не можешь происходить. Твой кредит score, и возможность взять кредит, и возможность взять ипотеку, зависит от того, есть ли у тебя последние 2 года работы с W2 и так далее. Вот это рабство. Вот мы вот, собственно, продали компанию с Snapchat, дальше вот у нас 4 года по $15 миллионов нам платила компания, и это все еще приходилось, знаешь, как, вот, именно как зарплату, условно говоря. И дальше И мы потом уходим уходим. из Snapchat и думаем, ну, наверное, сейчас, что-то мы, до этого у нас мы слишком были отвлечены, сейчас, наверное, время купить дом. Мы делаем звонок нашему private банкиру, у которого, соответственно, лежит достаточно большие суммы на счетах в его банке. Наших денег в его банке. Вот, и говорим, мы хотим взять ипотеку. Он говорит, конечно, ипотека, минимальный процент, вам, конечно, только вот у меня один вопрос. Это же Плохо, не мы ему даем ипотеку. Несмотря на то, что 60 миллионов долларов лежит.
Это просто, ну, потому что мы не employees, Ну да, мы не потому что работаем, что у нас угодно, нет- скажем так, да? Вне системы. Нестабильно. Не стабильно, зато вы свои 60 миллионов Потратите на и всё. яхту, и Я бы сказал, что хотите. это рабство, понимаешь? Вот, если говорить о том, что является рабством, я скорее скажу, что это рабство, чем то, что ты можешь сделать нормальную сделку с Рабство в инвесторами. том, что зная, что ты можешь пойти получить высшее образование и будешь иметь вдвое больше доход, ты тем не менее не можешь этого сделать, потому что либо должен взять кредит, не возвращать, в смысле, не отказывать, либо как это, Нельзя от которого нельзя отказаться, либо идти работать таксистом или официантом или газон косить. Другой пример — это налоги, Мгм. которые мы платим независимо от того, что столько в нас не вложили. Да, потому что вложили какие-то деньги, нам дали образование. Но если посчитать, что в Математика не бьется. математика не бьется, мы сейчас в это инвестируем по сильно лучшей оценке, чем Здесь государство государство инвестирует. Вот, и поэтому Это мы... рабство. Да, ну, то есть если что-то называть рабством, скорее это рабство. Слушайте, а вот про будущее немножко, опять же, извини, про рабство поговорили, и про контроль государства, и про финансовые инструменты. Что вы думаете на тему вообще прихода криптовалют в мир и CBDC? Да, то есть есть же как бы теория, что это еще больше рычаг для контроля вообще общества, что когда будет CBDC, там, да, и государство сможет тотально контролировать все твои финансы, говорит, сюда тратить, сюда не тратить, эти деньги просрочились и так далее. У вас есть какое-то видение вообще того, как вот эта система будет устроена в будущем? Система, это видно, будет увеличивать свой контроль. Будет Единственный всеми возможными путь- способами делать то, чего мы все боимся. Единственный В путь... смысле, мы можем это точно предсказать. Они будут стараться это делать. Это в их ДНК. И технологии будут, чтобы мы не хотели Двигаться в двигаться, направлении? которые будут только увеличивать их возможности на этот контроль. И если Единственное, что этому противодействует, и всегда это было единственное, что этому противодействовало, это распределение, это децентрализация. На самом деле, Соединенные Штаты такая устойчивая система, потому что в ней власть очень сильно распределена. Между президентом, сенатом, парламентом, с штатами, в штатах отдельный суд, в штатах отдельные можно законы. пойти в суд, осуждать закон, введенный законодательным. Это Да-да-да. Это работает. работает. Все это очень разные системы. На муниципальном уровне нету партий, там это вообще отдельная система. Полицейские в городах подчиняются мэру, а не президенту страны. Когда в момент каких-то беспорядков, когда Трамп был президентом, все боялись, что Трамп сейчас ведет национальную гвардию. Кто знал, но это не смеялся, потому что национальную гвардию управляют только губернаторы штата. президент Когда в не Лос-Анджелесе водили национальную гвардию, на самом деле это не Трамп водил национальную гвардию, а губернатор Калифорнии водил национальную гвардию. Очень распределенная система. И в этом плане криптовалюты — это Шаг к это децентрализации. шаг к децентрализации. Проблема в том, Текущие- что текущие реализации, они не очень децентрализованы. Нет, биткоин очень цивилизованный. Хотя Не тоже очень, все равно там очень маленькое количество игроков влияет Ну, на... крупных майнеров, которые, Да, на которых все А, завязано. да, и дальше. Сейчас вот буквально про динозавр в Техасе, там из электроэнергии там поотрубали, ну, то, что там заморозки сказали, отрубайте, там хэшрейт упал там просто на 30-40% за один день, потому что майнеры вырубились из розеток. И, ну, то есть очень централизованные эти системы, но все равно более децентрализованные, чем Центробанк США. Центробанк США. И мы верим, что на самом деле роль децентрализации, она Колоссально. колоссальная, она необходимая для того, чтобы как раз препятствовать Когда кто-либо спрашивает, естественному процессу, когда система опирается на когда кто-либо нас спрашивает, а зачем тебе эта децентрализация нужна? Мы говорим, потому что, естественно, образом, неминуемо текущая система будет приходить к тому, что мы видим условно в Китае, и это неминуемо будет приводить к тому, что мы видим в Китае. И экономика все-таки, вот, смотрите, как растет. Нет, все не будет расти, все, затягивание гаек всегда приводит к тому, что рост прекращается. Вот, и в этом плане... Все крупные компании входят в государство. Да. И в этом плане децентрализация — это единственный ответ. Я согласен, что есть роль у каждой, ну, как бы, у каждой части этой системы. Знаешь, как я писал, что вот в корпорациях есть роль тех, кто скалирует имеющуюся технологию, но есть роль этой вот новой крови, которая, соответственно, обновляет все. И здесь то же самое. Есть роль в структурах, которые работают достоверно, Суды, полиция. без ошибок и так далее. А есть роль серьезной децентрализации. И я считаю, что мы, к сожалению, Отстаём. пока что очень сильно отстаем с точки зрения децентрализации. Например, критически важно в ближайшие годы, чтобы появился значительный децентрализованный AI, фундаментальная модель AI. Централизация сейчас очень пугающая. Ну, потому что, условно, в одних руках завязана безумная мощь. Да? Даже если Потому что в руках, то все равно это не спасает. Это же даже вот история сейчас, что буквально сейчас будет конфликт с Сэмом, когда там вроде бы все ушли, а потом там в политиках убрали строчки о применении там военных действиях и что-то такое. Это же вот как раз об этом, да? Централизация, она в действительности... И она- дальше, смотри, уже появился прецедент формально из-за вот этого конфликта внутреннего, того, что ведущая AI-компания вдруг потеряла над собой контроль на секундочку, и это еще и на уровне национальной безопасности воспринято должно и может быть воспринято очень плохо. Соответственно, момент, в который государство придет и скажет, окей, ребята, все, закончили, поиграли, хватит, мы собираем себя. Неизбежно. Как будто бы Вот, единственное, что может этому противостоять, это если будет еще и децентрализованная версия. То есть ты даже рассказывал, да, как технология, которая в масштабировании не требует чего-то специального, она должна быть условно у всех, да? Когда мы можем масштабировать продукт на всех, и нам для этого ничего не нужно, значит, должен быть у всех. Он должен быть у всех. И это такой длинный ответ на вопрос, какой роль криптовалюта играет. Да. Интересно, но... То есть мы верим, абсолютно верим, что в этом десятилетии Децентрализованная мы технология хорошо. видим, как децентрализованные технологии заменяют некоторые фундаментальные, не заменяют, как это, начинают быть более эффективной альтернативой, Более дешевой, популярной. эффективной, популярной, используемой альтернативой существующим государственным структурам. Типа как деньги, identity, то все, AI, И регуляция. даже видно, что вот криптовалюта на самом деле уже крайне используется в failed государствах. Да. А Ну, если- инфляция огромная, и валюта падает. А если ты вспомнишь предыдущую нашу тему, где мы говорим о том, что все сейчас государства идут в сторону failed, можешь себе представить, что они станут играть роль не только... То есть не написано какой-то doomsday, когда молодые люди саботируют экономику, но ведь есть и другой вариант развития, когда они не саботируют, а просто переходят на свою альтернативную экономику. Это просто стоимость старой экономики. Да. Феноменально.